Всем доброго дня, с вами Владимир Левченко и программа «Рынки. Зачем следить» на сегодня. Китайская история продолжает влиять не только на китайскую экономику уже, но и на глобальные финансовые рынки. Уже много вроде бы говорили об этом, но я вот сейчас хочу так немножко, чуть-чуть отойти от именно самих рыночных котировок, а посмотреть глубже, да, ну и поможет нам в этом наш эксперт, как раз специалист по Китаю, китаевед Николай Вавилов. Он у нас сейчас на связи. Николай, доброе утро. Доброе утро, Владимир. Существует два таких мнения, я думаю, не думаю, я точно знаю, что вы в курсе этих мнений. Мнение первое, да, что Evergrande, с одной стороны, да, там, скорее всего, допустит очередной дефолт, но при этом, да, компанию тем или иным образом спасут. То, что китайские власти, и это такой, собственно, консенсус на глобальном финансовом рынке, и самое главное, они не допустят цепной реакции, да, и собственно, ни с китайской экономикой, ни тем более с глобальной, в общем-то, ничего не произойдет. То вот замедление, да, экономическое в Китае, которое мы видим в последнее время, ну, оно является таким неким техническим. Да? Вот вы, как именно специалист по Китаю, что видите вы и каково ваше мнение на этот счет? Если коротко, да, нашим зрителям объяснить, что происходит, в понятных терминах, это контролируемый хаос. То есть это понятная системная политика Си Цзиньпина в первую очередь. Мы видим, что прошел целый раунд репрессий, ну, в кавычках, конечно же, в отношении IT-сектора, да, то есть Alibaba, Meituan и другие крупные корпорации очень сильно пострадали, их акции упали в пределах 20-45%. Сейчас новый раунд начинается с девелоперами, да, то есть это системная политика Центрального комитета Компартии, в частности, Си Цзиньпина. Что происходит? То есть, ну, во-первых, кроме Evergrande, который мы обсуждаем, все знают, что акции Soho упали, это крупнейший и очень топовый элитный застройщик бизнес-недвижимости, коммерческой недвижимости в Пекине, все его очень хорошо знают. И вот вчера упала акция Синика, это 29 место среди 100 девелоперов, соответственно, китайских вообще. То есть это очень крупная компания, упали на 87%. Сегодня рынки пока замерли, потому что сегодня праздник, середина осени, завтра рынки откроются. В рамках вот этого контролируемого хаоса, что это такое? Реально с 2008 года предыдущее руководство Китая, тесно связанное с американцами, которые, по сути дела, проводят единую глобальную экономическую политику с ними, практиковало так называемую политику накачки спроса. В первую очередь через девелоперский сектор. То есть появились эти пустые города, всем известные, конспирологические версии вокруг которых. Это де-факто переразвитие этого девелоперского сектора. Си Цзиньпин, после того, как пришел к власти, объявил, самая главная его экономическая политика – это ограничение предложений. То есть, соответственно, что делается? Сокращается сознательно девелоперский сектор с целью не допустить накачки бирж по типу 2015-2016 года с последующим падением. В отличие от России, в Китае биржа – это социальный фактор, потому что порядка 100 миллионов брокеров существует в Китае. Это, по сути дела, весь среднеклассовое накопление держит в акциях. Их падение, соответственно, и девелоперского сектора, который может это спровоцировать, может угрожать вообще социально-политической стабильности. Что происходит с Evergrande? Скорее всего, с Evergrande поступят точно так же, как поступили с IT-сектором в рамках еще одной экономической стратегии Си Цзиньпина, которая дополняет вот эту реформу предложения. Это всеобщее процветание. Да, 17 августа 2021 года было объявлено конкретно о сути этой политики. Она означает то, что, по сути дела, Си Цзиньпин, по сути дела, то, что происходит во всем мире, то, что делает Байден, вводит налог на богатых. То есть в отношении, вот в одном из своих роликов на YouTube-канале, это проанализировано достаточно подробно, в отношении крупных корпораций частных вводится налог на сверхприбыль. Он составляет порядка 15% от их годовой чистой выручки. Соответственно, к Evergrande сейчас будет так же, как Alibaba, крупнейшему игроку в своей отрасли, применяться показательная репрессивная политика, то есть действительно дефолта не допустят, формально никто не будет никакого дефолта проводить, но реально будет очень больно, будет серьезное падение, продолжение падения, распределение активов, спасение, соответственно, тех 1,5 миллионов покупателей объектов недвижимости, им будет помогать государство.
Будут спасать частично банки, но все равно эта компания, ее акции, они, как у Алибабы, продолжат лежать на дне очень длительный период. Это будет урок всем остальным крупнейшим. Такой вопрос. То есть правильно ли я вас понимаю, что вот то, что мы сейчас наблюдаем, это будет приводить к падению, ну, по крайней мере, в течение ближайшего времени, падению уровня жизни, ну, абсолютного большинства жителей Китая? Разумеется, да, речь идет о том, что в целом оно идет падение. То есть в целом ситуация в Китае такова, что проблема со спросом, падение уровня жизни реально, оно идет уже весь 2020-2021 год. То есть, Николай, у нас, к сожалению, не так много времени. Вот давайте попробуем так тезисно пройтись по основным моментам. Вот в такой ситуации, как это все может отразиться, например, на остальном мире, ну и на нашей стране в том числе? То есть получается, насколько я понимаю, вот то, что мы видим как раз-таки, ну, фактически уже весь текущий год, это вообще смена всей модели экономической в Китае, да, которая там берет начало с, там, ну, фактически там середины 1990-х годов. Вот это вот то, о чем вы сказали, то есть тогда была просто масштабнейшая накачка деньгами, вся и всего, а сейчас вот эта штука, она полностью перевернулась. Да, абсолютно верно, смена модели полностью идет, но во всяком случае можно точно говорить о том, что идет смена, переформатирование тех, кто бенефициар этой модели. Очевидно, что новое руководство перестраивает экономику под себя, вот безудержного роста девелоперского сектора точно не будет, но очень важно то, что мы вот в последние минуты должны уложиться, мы должны знать, что будет следующим из секторов после девелоперского сектора. Это будет медицинский сектор, потому что есть к этому сигналы, дополнительная прибыль в медицинском секторе тоже будет переформатироваться, все сектора будут подвержены вот этому налогу на сверхприбыль, и появятся так называемые зоны всеобщего процветания, объекты всеобщего процветания, то есть некая новая настройка Си Цзиньпина, куда будут перераспределяться вот эти средства. То есть получается, что никаких тихих гаваней, да, как вот, ну, все привыкли на финансовом рынке, ну, по крайней мере, в Китае точно не будут, да, то есть вот таким образом Си Цзиньпин зачистит абсолютно все секторы китайской экономики. Постепенно переформатирование будет всех секторов, но оно будет не катастрофическим, то есть никакой культурной революции, уравниловки будет. Будет, скорее всего, такое драматическое падение, как было в отношении Алибабы, Пиндодо, то есть порядка 20-40%. Это больно, но это не смертельно. То есть все-таки идет лечение Китая, а не его там условно-экономического умерщвления. Все равно будет инструменты рыночной экономики останутся. Об этом говорит, например, введение новой биржи в Пекине. То есть, если бы курс был бы неправый, если бы курс был бы не на рыночную экономику, новая биржа бы не все было бы гораздо серьезнее. Спасибо огромное, Николай. Николай Вавилов был у нас на связи, китаевед. Ну и если так, то все это приведет просто действительно к долгосрочному, более принципиально медленному экономическому росту в Китае.